маршрут, оранжевый трамвай. Как обычно вечером идет полупустой вагонный треп полголоса, обычный месяц май. Еще не знают граждане, что живут застой. Слышал, что в Ростове будет строиться метро. А помнишь, СКА взял кубок? Демонстрация была. Эх, черт, опять забыл. Жена просила взять ситро. Надо ж Картера послать. Дает, а я дала. Это полный света Ростов 80-х. В беседках во дворах еще Высоцкого поют. С ташкентским штемпелем открытки из-за речки шлют ребята. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом, и лежачего не бьют. А из открытого окошка жарит атаван. В скверике портвейн, как пионер, всегда готов. Едешь ты в гортранспорте, придерживай карман. Щипачами правильными славится Ростов. Да куда тем правильным, до нынешних ворюг, что с экранов голубых все учат жизни нас. С паспортом Израиля в кармане модных брюк и с убежденностью, что с них Россия началась. А где-то лето и полный света Ростов 80-х. В беседках во дворах еще Высоцкого поют. С ташкентским штемпелем открытки из-за речки шлют ребята. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом, и лежачего не бьют. А выйду в центр я, по Энгельса пройдусь, а Садовая — все это не мое. У временщиков идти на поводу, воскрешать все то, что поросло быльем. Надо, мол, вернуться к историческим корням. Ну а надписи на русском на витрине днем с огнем. С Европой интеграция, есть чем гордиться нам. Приняты сортиром в общий европейский дом. А где-то лето и полный света Ростов 80-х. В беседках во дворах еще Высоцкого поют. С ташкентским штемпелем открытки из-за речки шлют ребята. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом, и лежачего не бьют. А видно, нет колоколов, что в них никто не бьет. Стала жизнь, как старый негатив. Честные менты сидят, высокое варье учит нас, как надо жить по совести. И кивает балаболка с бубенцом, сам продажный, сука. Да все рядится в звонаря, но подведет Господь. Итог в конце концов, и будет ветерок качать иут на фонарях, и будет лето и полный света Ростов 80-х. В беседках во дворах еще Высоцкого споют. С ташкентским штемпелем открытки из-за речки шлют ребята. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом, и лежачего не бьют. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом, и лежачего не бьют. Родился я в прекрасном городе Ейске, отучился в школе, потом приехал в Ростов, закончил строительный институт
поступил в аспирантуру и, учась в институте, в аспирантуре, свербил червь сомнений и очень сильно свербил. Дело в том, что у меня полушарие, видно, работает то, которое для бардовской песни больше расположено, а я пошел в техническое. И в техническом уже должность предлагали по Северному Кавказу богатую, и хлеб с маслом был бы намазан, и семья накормлена, а червячок свербил и свербил. И когда я закончил аспирантуру, 14 научных работ, диссертацию, я пальчик запустил туда, куда нельзя. Я выступил, и людям понравилось. Потом еще, и потом пошло, прекрасно есть, было такое общество знания в Ростове по районам. По районам я начал выступать. Сначала Кировский район пригласил, потом Ворошилов, и потом все районы и областной. И пошли с этого момента выступления. Пошли по Ростову до 6 концертов в день на предприятиях, парикмахерских, да где угодно. Сейчас мой племянник копается в старых фитилях. И такие штучки оттуда выдергивают, интереснейшие, которые даже я в то время, когда, помните, были кинотеатр юбилейный, только открылся, это 70-й год, по-моему, был, да, вот, значит, мы сюда в Чкаловске ходили, сейчас тут церковь уже действует, потом Первомайский был в парке, значит, Островского, ну, и обычно перед фильмами всегда показывали журнал «Фитиль» сатирический. Да. Вот. И такие вкусные вещи, сейчас возможностей больше стало, конечно. Тогда мы даже из-за фитилей ходили смотреть фильмы, и даже из-за этого. Вот. И недавно вытащил он начальника автотранспортного цеха, кстати, вот Михаилу Михайловичу исполнился тут юбилей был, недавно, Жванецкого. Неожиданно 80. Неожиданно 80. Только 40. Да, мы летели как-то с ним из Москвы самолетом с Майклом Мухиным. И, так сказать, хорошо беседовали. Но это другая история, мы сейчас не об этом. Так вот, эти фитили он сейчас вытащил. Я вам обязательно презентую несколько серий, которые мы вот, Саша, значит, снимал, фотографии. Серии нашей юности, серии да? нашей юности. Не, ну мы вот сейчас немножко дурачимся, уже 93, да, 93 серии, мы вот отснимаем всевозможные встречи, может, пикники, на Пасху мы выезжали, вот, значит, сюда, в Старый Черкасск. Потом, ну, все интересные штуки, там, Лаганаки, там, допустим, может быть, это и Алания, может быть, это и море, может быть, это и Крым. Вот у меня сейчас, кстати, мы вернулись из Крыма, на Новый год ездили туда, у нас там родственники живут, и все события случились на Украине, вы знаете, сейчас вот беда вся, вот мы об этом обязательно. А я выступал, как раз отделилась Украина, да. И весь Восток плакал, рыдал. Ну, слава Богу, что сейчас все хорошо, и даже в Гурзуфе сейчас будет кинофестиваль Ялтинский, Ялтинскую киностудию восстанавливают. Значит, в Гурзуфе будет фестиваль, а у нас там родственники, так что приглашаю, обязательно поедем туда. Прекрасно. И в Артек, у нас съемки есть, и мы сделали серию, называется она «Встреча с Крымом». Вот, одну, а потом второй раз вдруг поехали туда. Так у нас там все, как вот переезжаешь, допустим, границу, как даишники доят, и это есть у нас обязательно, все это я нарисовал, мультстюбах посмотрите, так что много интересного. Я думаю, что вот этот формат, который Александр Корсунский придумал, это его идея была. Значит, я тут только камином участвовал, идея Александра была. Но тем не менее, у нас уже четвертая встреча, да, Саня? Да. И я хочу сказать, здесь у нас первым был Ихельчук, Алексей, известный лидер группы «Своя игра». Значит, был у нас молодое дарование Роберт. Я первый раз, когда услышал, как он исполняет романсы, безусловно, конечно же, мы затащили его сюда. Правда, холодно было. Как раз вот этот снег был, когда город вообще стал, и никто не работал. И нельзя было, Саша сугроб тут прорыл, там в сугробе, там туннель, они, значит, приползли сюда. И мало того, что тут дым от камина, у него еще пар изо рта идет. И вот пальцы замерзли, ну, стоически, конечно, он, значит, отпел здесь.
много интересного, своих много, вообще интересный парень. Потом Лариса здесь была, Лаухина, небезызвестная вам. Значит, ну и вот наконец-таки мы вас вытащили, потому что, ну, вы знаете, там, сейчас вот я планету как начали вспоминать, значит, там Лазарев, да, там Толик, там потом, там, значит, Козловый Игорь, там, ну, то есть... Начало, это истоки. Это начало, это Истоки истоки. планеты. Это до третьих петухов, потом сейчас вот там Мезмай там уже есть, там потом, значит, вот Грибанов звонил, у меня вот скоро юбилей будет, я думаю, мы обязательно как-то в таком формате шашлыка встретимся еще, и бутылочки, когда не за рулем. Я так понимаю, вы сегодня за рулем, и поэтому у нас сегодня чай на столе, это тоже очень интересно. Спортивная встреча. Спортивная встреча, тем более в Олимпиаде наши победили. Поэтому интересно будет послушать. Я наслышан о том, каюсь, не слышал вживую. Хотя вот в этой среде, в этой сфере, можно сказать, как говорится, много интересных людей. Но вот Саша наконец-таки вытащил. Итак, Игорь, просим вас начать наш импровизированный каминные посиделки. Тут вопрос такой, да, Шукшин бы был. Народ к разврату готов, всегда готов. И поехали. Коротко. Есть в нашей стране удивительные места, где независимо от возраста тебе снова 17 лет. Это Грушинский фестиваль, это Домбай, это Архыз, это Прильбрусье. Ну вот 3 последних места, это вот я, и Алания входит в это место. Алания, значит, это не только Алания, Осетия, это на Кавказе, вот мы часто входили, Архыз. В Архызе здороваются так: здравствуй, Алан, как живешь, Алан? То есть они тысячелетней давности память сохранили, этим гордятся. И, в общем-то, будучи вот в этих местах, я написал песню «Алания». С черной горы окатилась луна, Алания. Цветные ущелья без дна. Я в соснах твоих буду дымом витать, я звезды твои буду запоминать. Алания, Алания, Алания. Я в звездах твоих буду дымом витать, я сосны твои буду запоминать. Алания, Алания, Алания. Твои среди горных лесов, Алания, твой клёк от полей посреди облаков, Алания. Мы взглядом скользим по речным хрусталям, по небу софии, по синим горам, Алания, Алания, Алания. Мы взглядом скользим по речным хрусталям, по небу софии, по синим горам. Зовет земляничной горой Алания, белые звезды, блеск голубой, Алания. Среди мертвых галактик есть эти края, здесь я прорастаю в стихах и друзьях,
Браво. И флажелетик такой же. Разреши пожать руку, За потому что... Аланию. За Аланию. Я хочу сказать, что... Женя, за Аланию. Да, 17 апреля у нас значит, была такая авиакомпания «Алания», я, к сожалению, сейчас не знаю, Да. И там был директором этой авиакомпании мой друг, значит, которому 17 апреля значит, будет 55 лет, значит, Васильев. И мы обязательно к этому делу сделаем и пошлем, он уписывается. И ему, да. Потому что аланы, я ездил в Саратов, там сидели аланы, собрались пожилые, сидели, плакали. А я, насчет этой песни, когда написал, сомневался. Думаю, может еще не то, как-то она стала немножко уходить. И когда я спел, и они сидели, плакали, я понял. А вчера хорошее сообщение по этому, с юга страны, с разных сторон. Мы там с мужем, мы несколько раз, говорит, переслушали, мне так приятно было. На следующий день опять мне сообщение. Мы снова переслушали, снова балдеем. И мне тогда легче петь и Дело в том, что в этой песне столько экспрессии. И вот я считаю, что вся торсида бразильская вместе с испанцами. Потому что вот здесь, это Кармен Цуита, но никак не меньше. Поэтому изумительно, вещь изумительная. Ростов папа запил, загулял, загудил, по Одессе мама не тоскует, он ее не бросал, он ее не забыл, она с другими флиртует, ее фраером Киев зовется теперь, он балахает не по-ростовски, он остаточки сала в доллары поверь, заворачивает по-жидовски, и его фраера на границе стоят и шмонают ростовских ребяток, а его вечера прямо в петлю пора, ни аккордов платных, ни зарплаты, а как вспомнить Одесса, ростовский жаргон, и на сердце ее забывает, ей в рублевую зону бежать, но доллар словно снег на ладошечке тает. Ростов папа запил, загулял, загудил по Одессе, мама не тоскует, он ее не бросал, он ее не забыл, а она уж с другими флиртует и Одессу кружит, севастопольский вальс, и Токарин ее приглашает, а доходит до губ, а доходит до ласк, и Одесса Ростов вспоминает, Ростов папа запил, загулял, загудил, в Одессе мама не тоскует, он ее не бросал, он ее не забыл, а она уж с другими флиртует. Я вот думаю, что сегодня мы здесь возле камина немножечко уже согрелись, и после того, как мы посмотрели сердце дома этого, а сердце у нас в подвале, потому что там все флюиды добра, они все оттуда, они все поднимаются сюда, и мне кажется, вот и знаменательно, и очень хорошо, что мы обратились к Крыму, а потом шикарная была перебивочка вот именно с Беком. После того, как мы все вспомнили эти кадры, когда Высоцкий уезжает, но я говорю Высоцкий, потому что его герой покидает, значит, Россию, а конь его, Абрек, прыгает. И вот эти кадры, они с детства, по-моему, остались. Это вообще величайший фильм. Служили два товарища. И хорошо, что это Игорь... было в натуре. Я написал, я еще не знаю, что это с моим дедом было. Дед Андрей. И у него конь Гримак, и, вот это все. И насколько это вот сблизило и объединило, что я хотел бы сейчас попросить Игоря вот казачью песню походную, которая наверняка она есть где-то там. Мы ни о чем, конечно же, не договаривались, поверьте мне. Александр здесь судья
очень строгий. Но тем не менее, наверное, вот есть что-то такое, чтобы вот эту тему все-таки завершить, тему казачества, потому что говорить и петь есть о чем и много, но вот этот кусочек, он донской, Как он жалко, что я ростовский, он... не одел свой орден казачий. Я выступал в топ, просто кусок. Выступал в Туапсе. Выхожу на сцену, сидят казаки, какие-то у них черного цвета мундиры. Я не знаю, что это туапсинские казаки. И их торжественность меня немножко повергла в уныние. Я думаю, это ж песнями надо соответствовать вот этому уровню. А у меня как раз цикл, несколько песен, в частности песню, которую я сейчас хочу исполнить, они только написаны. А я человек такой робкий, я младший в семье был. И говорю, ребята, ну если вам понравятся эти песни, они пойдут дальше. Если только хоть чуть-чуть вот так я увижу в ваших глазах, все, они не нужны. Я им спел, они окружили вокруг после концерта. Я говорю, ну что, а сам, у самого одно место сжимается. Один из казаков откручивает с себя этот орден 300 лет кубанскому казачеству, прикручивает мне на лацкан, и они хором, Люба, атаман, Люба, 3 раза прокричали. Я думаю, слава тебе, Господи, песни написаны. Игорь, а вот знаешь почему? А потому что младший в семье, самый талантливый. Вот у меня тоже сестра есть, но я старше. Эту песню я написал на стихи Самарина. Ты выкорчеванная начисто, ты незведенная под корень, казачество, не стаживающее горе. Или память о тебе всезнайками заплевана теперь по брови, горят казачьими нагайками, не помня о казачьей крови. Тебе землею плачено, и пусть гордилась ты по праву, но сколько же тебя истрачено за 1000 лет российской славы. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. 2 полудевочки, 1 роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик. И приезжал он на машине марки Форда, и брюки шил он элегантнее, чем у лорда. Красавиц там была червёса молдаванка, прелестная, как тая древняя гречанка. И с ними был всегда вешний попутчик и спутник жизни Вася Шмаровоз. Держа ее, как держат ручку от трамвая, он ей сказал: моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго. Но тут барончик пригласил ее на танец. Он был для них тогда почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Шмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать же не хотела. Она уж с Ваською порядочно вспотела и улыбнулась в ответ красотка Роза. Ну закраснелась морда Васи Шмаровоза. И он сказал в изысканной манере: я вам советовал пришвартоваться к Вэри, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму. И отошел, надвинул белую панаму.
тут подскочил до них маркер известный Моня. А чё хребет сломали ки, кафе Хамфони. Побочный сын мадам Олескер, тети Еси. Известный бандовщик красавицы Олеси. Он подкатил до них походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: я б вам советовал беречь свои портреты. Тут поднялась катавасия такая, передралась вся компания блатная. Там били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Вася Шмаровоз. И получается целый роман по этой песне. В чем он заключается? В Нальчик эти одесситы поют на Дерибасовской откраска. Дерибасовской, да. Он ездил побираться в город Нальчик. Что такое побираться? Поворовать ездил. Так что ж он с Одессы в Нальчик, вот сюда, да, к нам будет переться, когда там в Киев бы поехал побираться. Он с Ростова ехал побираться в город Нальчик. И там с таких признаков всех. И вспоминается как раз пивная, где вот сейчас у нас тюрьма на Кировском. Вот я позволю себе... И там диаметрально противоположно стоял кабак. И в этом кабаке всегда собирались. А до этого, еще времена там 20-е годы, в газетах писали, что сильно воруют на вот этом, на Кировском, там, проституток сильно много. Это места как раз вот это наши. И песня наша, ее надо возвращать. Я хочу сказать, что, значит, вот Алексей Хильчук, мы затронули творчество Аркадия Северного. Это ж целый пласт. А И он... Северный пел на Богатяновской как раз, Да. пивная. И вот затронули как раз таки спектакль «Интервенция», когда он там, значит, исполняет вот эту песню. Она есть, я ее придарю опять-таки, мы с Сашей обязательно подарим. Но это вот просто здорово, что и исторические корни вот этой песни, ну, это же здорово совершенно. А какой танго? Ведь, Да. кстати, это аргентинская танго взята сюда, мы его тоже украли. Но мы-то украли, а что же они к себе берут? Да, И нам это так наше, нам положено, мы ростовчане. Не надо обидно. отбивать, да. И вот это вот Ростов гитарный, вот запомните это слово, Ростов должен быть гитарным, гитарно-песенным. Он должен быть уютным, как вот этот очаг, где мы тух и слушаем, как оно поет. Как поют, И так, подпевают. да, и вот так вот в Ростове должны звучать талантливые барды, часто на всех углах. И они не должны быть нищими, как они у нас. Копейки, извините, блядь, собирают, чтобы жить, эти барды, талантливейшие люди, которые нос могут утереть московским, питерским бардам. Нет, они у нас прижухшие, у нас должны быть сотня кабаков на 2-3 кварталах, в котором тут самобытный бард выступает, а там другая У нас ни самобытная. И одного когда мы с вами кабака, пойдем да. посидеть и выпить, мы должны классного... У нас нету, да. Как приверженность к испанской манере исполнения есть, да? Да, Вот очень, эти мне рифы, вот эти очень нравится. Ну, Царство Небесное, пока до Лисея недавно. Да, умер. вот Алексея. Как это, как можно было так играть без знания нот? Это он уже когда прославился, потом начал ноты изучать. А так всю жизнь он играл и выступал без нот. И он говорит, я когда помню себя маленьким, самым маленьким, проснулся, надо мной гитара висит на стене. Вот она. Я хочу сказать, что испанские, что латиноамериканцы, значит, вот их исполнение, мексиканское исполнение тоже, оно настолько отличается от Европы, от Штатов. Ну, спиричуэлс, блюз, там кантри, рок, хард-рок, все равно это, а у них остается вот именно преемственность и поколений, и гитары, исполнение, ну сразу можно определить, значит, кто исполняет, сразу можно определить. Да. Вот здесь, ну, у тебя присутствует здесь Испания, Мексика, Латинская, Мачевская, вот это, Леонтия, вот это, Кобзона, все, она не пускает. Молодежь не пробьется никогда в жизни. Пошла уже вторая мафия. Блатняк.
вот это пошел теперь, Причем пошел. слабоватый. Хороший блатняк, я сам обожаю, я сам пою, я его люблю, классика есть в нем, Классика, она так да. за душу держит. Да. А когда вот этот ширпотребный блатняк, это конечно, дешево. Вот Я, именно, зона, там, который, да. просто так нельзя. И в зоне ведь человек переживает, он там бывает попадает ни за что, бывает всякое бывает. Конечно. И передать эти чувства идет просто без передачи. Но вот если в историю коснуться, ныряем, да? Туда, вот. Ныряем, головой От вниз. твоего же ребенка, которого ты любил, и в 1920 год, значит, первое показали нам Владимир Высоцкий, как мы называли, Володя Высоцкий. Играл Володя Высоцкий, мы говорим. Это фильм назывался «Служили два товарища». Да, вот, изумительный фильм. Изумительный. Кстати, тема вот она украинца. Грицько, ну, и дивись, подивись. Так, ну, щоб ти мені кусок сала показал, а тут такого добра. Марина Владимир в своей книге пишет: Володя, ты больше всего любил эту свою роль, когда Владимир играл поручика, Да, Владимир да. Высоцкий играл поручика, и тут конь прыгает, жизнь не состоялась, так сказать, и конь прыгает в воду, и он стреляется, поручик. И вот это первое прикосновение к истории. А потом оказалось, что мой дядька в 1920 году был вместе с войсками, с белыми, которые отступали, и у него была ситуация, и коня звали Гримак, и до сих пор станица Вышестеблевская, родной станица моего папы, до сих пор помнят и дядьку, и коня этого. Я удивился, имя коня помнят, вот я буквально 2 года назад ездил туда. Итак, ноябрь 1920 года. Остатки русской армии генерала Врангеля эвакуировались из Крыма. Вместе с ними Россию покидали последние казачьи полки. Стихи Туроверова, музыка моя. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. Все время мимо своего стрелял коня. Он плыл изнемогая за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, на красине вокруг вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Класс. Вот, Игорь, я, знаешь, хочу сказать, коль мы уже вот присели на эту тему, а вот И Крым только что присоединили. Да, И все, да. я совсем забыл, что у меня вот такая песня, и как раз она связана с сегодняшним днем. Да. Вот все-таки корни наши здесь, на Дону. Мне все время нравились вот старые походные песни казачьи. Я когда смотрел Тихий Дон, он, естественно, лучшее место у нас в библиотеке занимает. Это мой любимый фильм, я имею в виду трилогию Тихий Дон. Все-таки так как... А ну так- дай я пальну. Да. Нет, да. А что, я пальнул, там, патронов дай там. Ну, помнишь, да, был момент, когда... Изумительно актер играл. Вообще, это сейчас, если вспоминать, это настолько навалится. Это же Герасимова, да? Да. Но там тема еще просматривается, оказывается, там порядка 40 песен было исполнено. Твое, но любимое. Ну, может быть и так, что что-то вот сокровенное, любимое, потому что, ну, напрягаться сильно тоже не стоит. У нас ведь
должны быть паритеты, я понимаю. У нас больше всех, кстати, между прочим, работает не автор-исполнитель, а оператор. Это я всегда так говорю. Ну, чтобы он чуть-чуть расслабился. В былые годы уходим. И Давай уронил камеру. споем протяжную. Из тех старинных лет протяжную, сермяжную, как долгий санный след. То с болью, то с потехою помчались молодцы. Проехали, проехали, рыдают бубенцы. И пусть давно отмерен путь, и пусть назад не повернуть, но все равно мне не понять, что нужно смерти от меня, а сердце просит высоты, а сердцу мало красоты. И словно выстрел пустоту оно сгорает на лету. Так версты не холодные, и полночи в огне. Россия, мама родная, сплетается во мне. От люлики и до паперти сплошные миражи. Вином по белой скатерти, гляди, прольется жизнь. И пусть давно отмерен путь, и пусть назад не повернуть, но все равно мне не понять, что нужно смерти от меня, а сердце просит высоты, а сердцу мало красоты. И слава выстрел в пустоту, оно сгорает на лету. Не знаю, как там сложится, когда не станет нас, но песня пусть продолжится про тайну синих глаз, что колеёю синею небесной, колеёй заснеженной Россию уносит нас с тобой. И пусть давно отмерен путь, и пусть назад не повернуть, но все равно мне не понять, что нужно смерти от меня, а сердце просит высоты, а сердцу мало красоты. И словно выстрел в пустоту оно сгорает на лету. Класс. Это вот Васильковая поляна в исполнении, наверное, слышали, по-моему, Третьяков фамилия его. Есть Барт такой, да. Барт, Виктор Третьяков. Виктор Третьяков. Значит, я хочу сказать, что к следующему разу я постараюсь подготовить подарок, потому что есть шикарнейший концерт на его юбилейный его концерт. Изумительный. Вот стиль, манера исполнения, я хочу сказать, ну он рвет все. Это вот. Я сразу, вот Василькова поляна есть такая у него известная вещь, а у нас тут рыбаки. И мы... Но я копировать не могу, не мог, потому что я слишком старый. Нет, У меня да. сначала старые истоки, Да. а это уже Я ребята... хочу сказать, что у нас тут рыбаки, мы в прошлом году как-то поехали, значит, на Василькову поляну. Есть у нас такая Васильковая поляна, находится туда немножко поверху, вверх по левому берегу Дона, туда вверх. И тут у нас Жора там есть, ну, мокрая выдра, теперь уж скажу, вождь. Мы поехали туда. Они это место передают. Они это место передают. Оно не пустует. Мало того, сейчас же вот этот закон, машину там 50 или 100 метров нельзя ставить. Они там, у них порядок, От чего убирают 50? от воды. Да скоро ж у нас законы будут такие, что Это рыбу недавний нельзя закон, водить. потому что я... Ну, в прошлом году, да. Ну, Светает от твоих волос,
взгляд, на ощупь свет продолговат, на ощупь. Он твои волосы, он сад, он роща. Им сияние вышине мне греться, светает где-то в глубине сердца, светает, будто ручейки стекают, светает, будто ручники свисают. Как пуще нам дано светить, сметая все непристойные цвета, светая. Проснись, и в озеро нырни, светает. А ты, как церковь на герли, святая. Проснись, и в озеро нырни, как лето. А ты, как церковь на герли, святая. Глоток свежего воздуха, чистого свежего воздуха. Я настолько поражен манерой, во-первых, исполнения. Ты не поешь, ты живешь. А я бы перепел. Ты живешь, честное слово. Я бы Это перепел. настолько трогательно. Во-первых, действительно тема такая, что... Во-первых, тема такая, что все-таки... Что наша юность нас еще не Да, вылетела. совершенно верно. И не дождетесь, А чем становишься говорит Александр Корсунский. не старее, а мудрее, тем больше обращаешься к истокам, говорит тот же Александр Корсунский. Тоже великий. Тоже великий. Его не видно, но он говорит об этом. Мы, кстати, между прочим, очень спорим часто. А вчера у нас спор был чуть ли не до драки. Но опять тема Украина. Вот, конечно, мы все в восторге от того, как, значит, в этот раз мы... Невидимого маневра. Да, невидимого маневра, мы в восторге от этого. Вот. Но тем не менее, вот настолько она затронула всех, но она и показала, что великий народ, великая страна могут быть едиными, вот когда касается что-то серьезного. Вот Что-то это, в нас что-то сколыхнулось сколыхнуло. такое, что мы Да. не подозревали в себе. Вся страна, кстати, не Все, подозревала. совершенно верно. Вот. Но Резонанс дал. Но споры Дядя были, Володя молодец. Он но правильно споры поступил. были великие, конечно. С одной стороны, столь мои родственники, которые там живут, мы были вот в Крыму, они говорят, как же так, вы нас пропили за 3 бутылки водки. Да. Очередная Этот ляска. Шушкевич, Очередная ляска. Кравчук Просто и раскидали. Ельцин. Просто вопрос решался очень просто. Кравчук выступал там на Украине, значит, по украинскому телевидению и говорил о том, что я все же ждал, когда же он скажет мне, что, Крым-то верни, типа, и они готовы были уже вернуть. Да, Готовы. отделяясь тогда, Да. наверное, была Да. та секунда. Вот, но потому что независимость, суверенитет, опять-таки долги все Россия взяла выплатить за все республики. Вот, ну, вчера до убийства дошло. Но закончилось все. Я ейский, среди Сибири я кричу, я ейский, и к полуострову лечу, я ейский. В слезах Азовская волна, там мама смотрит из окна. Я ейский, гитара плакала на взрыв, я ейский. На берегу костер горит, я ейский. Закат над миром Бог прольет и облаками полыхнет. Я ейский. В обрывах бархатная ночь, я ейский. Тоска мне душу не морочь, я ейский. И в белом кружеве лиман, и звездный
запоет орган. Я виски здесь на гитаре я мочил портвейн. Я из граненого здесь пил, а утром Бог нежно звезды погасил. И медью лимана гладь воспламенил. Я виски и бледно-розовый восход погладил, и медь ртуть. Да, все, собака, какая собака. А мы сегодня, я вот думал, а не замахнуться ли нам на Высокая. высокое? Мне 60, и вьюга за окном. Здесь по подвалам блеют бардов стаи, но снится мне Китай, бокал с вином и секс, свирепствующий в теплом том Китае. И что мы то в Ростове, то в Батае? Поедем, Витя, попоем в Китае. Я люблю досаду в углах твоих губ. Но я люблю, твои пальцы играют мотив. Не люблю, но маршрут надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яль, проходит сон, любовь проходит, все пройдет любовь. Мир ведет мечта, как белый парус и пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, не проходит любовь у меня, а я люблю твои пальцы, браслет теребят, но я люблю. Вот сейчас ты уйдешь, но я люблю, он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яль, проходит сон, любовь, проходит все. Пройдет любовь, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю. У него ни долгов, ни детей, а я люблю. И красивее, и умней, но я люблю. Руки сильные, брови прозлет, но я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яль, проходит сон, любовь проходит все, жизнь прошла, ей ничего нет впереди, лишь пустота, не уходи.